Всем привет! Всем привет! Меня зовут Вероника. Я Александр. И мы раньше жили в Екатеринбурге, а сейчас уже 3 недели находимся в Аргентине, в городе Буэнос-Айрес. И мы в этом видео расскажем вам про то, как наши первые впечатления, а еще объясним все-таки, почему мы здесь. И если вы сейчас мысленно начали вращать глобус в поисках этой страны, где же она, где же Буэнос-Айрес находится, то вы не одиноки, мы тоже поначалу такие, чего и где это? Так вот, сейчас покажем, смотрите. И до этого мы жили, получается, в северном полушарии, сейчас находимся в южном. До этого мы находились в восточном полушарии, сейчас находимся в западном. Ну вот так. Здесь есть много нюансов, и мы планируем снять видео про то, что здесь не так, как в нашем прежнем месте жительства. Мы, кстати, до сих пор не проверили воду в унитазе. Проверим. Обязательно. Обязательно потом покажем. И вам покажем, если хотите. Почему мы здесь? Это самый частый вопрос, который нам задают друзья, знакомые и просто посторонние люди в социальных сетях. Сейчас ответим. Я насчитала аж 10 пунктов. Я не считал. Ну, сейчас разберемся. Первая причина – это легальное пребывание в стране 90 дней. У Саши был опыт несколько месяцев жизни за пределами России, и когда ты долго где-то живешь в другой стране, ты понимаешь, что иметь какой-то официальный статус – это важно. В разных сферах, от заказа в онлайн-магазине до того, насколько будут защищены твои права. Поэтому четкость и понятность легализации в Аргентине нас подкупила, особенно то, что на это и достаточно времени. И следующая причина – это как раз возможность в этой стране легализоваться и даже получить гражданство. Один из способов – это учеба. Учеба, рантье, по воссоединению семьи. Например, если у вас есть родственник аргентинец или вы здесь успели родить ребенка, вы тоже благодаря этому можете получить гражданство. Также есть варианты для цифровых кочевников и даже беженство можно попробовать оформить. Вариантов много, они все легальные, законные и довольно, как-то по сравнению с другими странами в мире, они довольно быстрые. А еще есть прекрасная возможность стать гражданином страны и получить паспорт, который дает возможность въезда в 71, по-моему, или 170 стран. 170 стран. Что довольно круто. И это въезд без каких-либо дополнительных виз, оформлений, просто по паспорту. Да. Еще одна важная причина, почему мы выбрали Аргентину, это то, что в этой стране пока все еще действуют законы. Здесь есть 3 ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. И если одна из этих ветвей берет на себя слишком много, то можно отстоять свои права, например, в суде. И это, правда, рабочая схема. Если вы в курсе некоторых скандалов, которые были недавно, беременных не пустили в аэропорту или что-то еще. Так вот, всех пустили. Эта исполнительная ветвь власти решила проявить инициативу, включилась судебная ветвь, и все дальше нормально работает. То есть это страна, где ты можешь действительно отстаивать свои права. И если закон позволяет что-либо сделать, и ты в этом плане перед законом чист, то ты будешь реализовывать эти свои права. Вот так. А помимо этого, здесь еще бесплатная медицина и образование. Для граждан России, конечно, это вещь привычная, но она здесь есть, собственно говоря, можно пойти учиться и, собственно говоря, через учебу легализоваться в стране. Да, еще бесплатная медицина, то есть в других странах, если вдруг что-то случилось, не знаю, грипп или еще какая-нибудь история, то вызвать скорую, например, надо. Часто это стоит целое состояние. В Аргентине, даже если ты турист, ты имеешь право на бесплатную медицинскую помощь, довольно качественную. Уровень медицины здесь довольно высок. Ну, несмотря на это, мы, кстати, сделали медицинские страховки себе. Мы сделали страховки на первое время обязательно, конечно. Да. Да. Помимо этого, мы посмотрели и посчитали, что Аргентина, по сравнению даже с той же самой Европой, достаточно бюджетная страна, в которой можно себе позволить комфортное пребывание. Да, достойный уровень жизни, что, конечно,
хочется, особенно когда ты в таком непривычном для себя формате меняешь многое в жизни. Да. Да. Еще одна причина, почему мы здесь. Мы проанализировали наш образ жизни и поняли, что мы сможем жить здесь. У Саши онлайн-работа и возможность перехода в офлайн здесь. У меня тоже онлайн-работа, и у нас еще были сбережения в разных валютах. Мы давно интересуемся темой финансовой грамотности. И мы просчитали и поняли, что это вариант возможный и реализуемый. А еще помимо этого, здесь есть такой прекрасный пункт, что отсюда не депортируют буквально из-за банальных вещей, как стоимость перелетов. Стоимость одного билета примерно на человека составляет от 50 до 70 тысяч рублей. Какой 70? Уже дороже. Уже дороже? Конечно, да. Ну, в общем, билеты на другой конец света, сами понимаете, это не бесплатно. Обычно депортация происходит, например, за счет страны, которая хочет выгнать людей тут. В общем, тут таким не занимаются. Тут не до этого. Тут деньги есть куда пихать. Кейсов по депортации жителей России мы не знаем и не нашли. Еще один фактор, и мне кажется, важно о нем сказать. Ну, слабоумие и отвага, ну, что может еще завести людей на другую часть света, континентов вообще? Ну, как бы, я об этом никогда не мечтала, не думала и точно не учила испанский с детства. Ты уже не учил испанский с детства? Я был удивлен, что здесь на испанском говорят. Ну, в общем, мы подумали, что это интересное приключение. Приключения мы любим, и вот мы так оказались здесь. А еще одна причина – это то, что Аргентина является страной иммигрантов. На полной мере мы это ощутили именно здесь, когда здесь просто на улицах с нами общаются как с равными на испанском языке и задают нам вопросы о том, как пройти туда-сюда, где взять то. Вот. И очень удивляется, когда мы им отвечаем «no habla español». Это я не говорю по-испански. Да, визуально мы не отличаемся от местных жителей. Здесь очень разномастный, разношерстный состав этнический. И, в общем, как бы наша внешность здесь не вызывает какого-либо удивления или агрессии, или еще чего-либо. Вот, собственно говоря, основной список причин, по которым мы оказались именно здесь. В Аргентине. Ну и сейчас мы поделимся уже нашими впечатлениями о том, как же нам вот эти вот первые недели пребывания. Да, сейчас мы вам все расскажем. Мне прекрасно. Поначалу я очень сильно волновался, но сейчас я прекрасно ощущаю себя здесь. Да? Да, мне очень даже нравится уже наш район, в котором мы живем, хотя все его почему-то опасаются. Ну а тебе как? Ой, мне тоже очень нравится. Мне есть вот это вот неприятное ощущение того, что я не понимаю, о чем мне говорят, сколько стоит. Ну, как бы с числителями у меня проблемки. И это, наверное, единственное, что сейчас меня немножечко смущает. Но здесь, правда, очень радушные люди. Недавно я пришла на остановку, я ждала 130-й автобус. Так милая женщина мне сказала, что да, он останавливается здесь, остановила ближайший автобус, махнула рукой, уточнила, тот ли это, ну, та ли это линия, здесь еще много играет значение буквы. Еще и сказала, как мне по-испански 130-й, я забыла, естественно, уже, но я учу испанский. Вот, и пожелала хорошего дня, и, собственно, их радушие – это не единичный случай. Это вот постоянно, повседневно здесь все время происходит. Они тебе готовы и помочь, и подсказать, и научить, и через переводчик, и написать. Ну, то есть максимально радушные, очень ориентированы на людей. По поводу сумм ты расстраиваешься, что торговаться не получается? По поводу того, что я даже не могу понять, сколько им надо дать денег. Ладно уж торговаться. Как тебе, Саш, еда? Еда? Еда шикарная, потому что я ем дома, меня готовит Вероника, и очень все вкусно. А как тебе наше поедание стейков в ресторане? Ой, поедание стейков в ресторане, которое нас ввело в Ну, мы стрессанули в тот момент. Да, мы стрессанули, когда нам принесли огромную порцию с 2 здоровенными стейками, а у нас на кармане буквально было, что получается, 5 рублей. Там было в тарелке 2 стейка размером с Сашину ладошку. Покажи свою ладошку. Ну, вот таких вот, да. Еще картошка, немножко там овощей. И мы такие, ой, сейчас, наверное, мы тут все деньги оставим, еще посуду будем мыть. Посуду мыть, да. Но
Но в итоге мы заплатили за все эти 2 порции с 4 стейками 1200 рублей. Ну, примерно как-то так. А еще и когда чаевые оставляли, нас переспросили, вы уверены? Мы оставили чаевых 200 типа песо. 200 песо, да. Это меньше, ну это около 50 рублей. Ну, это меньше $1. Что еще по впечатлениям, по климату? Сейчас начинается осень, середина апреля. Только-только начали желтеть деревья за окном. Ну, что-то уже опадает, но вообще пока чуть-чуть все в основном зеленое, и большинство, мне кажется, так и простоит зеленым. Еще недавно температура была 27-28 градусов тепла. Сегодня посвежее, ну что-то там до 17. Но тем не менее, такая типичная, хорошая осень для Урала, очень даже приятненько. Дожди, ну, в сильные дожди мы не попадали, как-то они так удачно идут пока по ночам. Вот. Вполне себе приятный и радушный климат. Да, слушай, тут даже во время дождя очень приятно. Я вот позавчера, когда был дождь днем, я прекрасно прогулялся по району, мне очень даже понравилось. Самое важное, что стоит отметить, наверное, здесь очень ветрено. Здесь даже если жарко, то постоянно дует ветер. Ну и близость реки, довольно большая влажность, поэтому жара переносится не так, как в России, довольно-таки пока комфортно благодаря ветру, но вот сейчас вот у меня почти все время пушатся волосы, потому что тоже влажность. Зато кожа очень хорошо переносит местный климат, и пока вода мне тоже нравится. Да, а для тех, кто не знал, будет, наверное, сюрпризом, что здесь нет океана, здесь есть только река. Что касаемо аренды жилья, квартиру мы сняли здесь с первого раза, с первого просмотра. Это вполне возможно. Район у нас хороший, квартира прекрасная. О ней мы расскажем в следующем видео. Так что подписывайтесь и жмите колокольчик. Обязательно. Все покажем. Да, покажем, Квартира клевая. про квартиру, она прекрасная. И может даже немножко про район расскажем. Что еще по первым впечатлениям? Довольно много мы проводим времени в чатах переехавших. Их очень много на каждую тематику, и кто хочет на столке поиграть, и там, как оформить, куда отнести те или иные документы, чтобы стать гражданином страны. На все есть свой чатик, и если ты потерялся, запутался, не знаешь, как менять деньги, всегда об этом можно спросить, это очень приятно. Люди обычно тоже отзывчивые, наши соотечественники или там приезжие из других стран обычно откликаются и помогают, отвечают на твои вопросы или предлагают услуги. Поэтому очень пока комфортно нам. Что касаемо планов на будущее, это учить испанский, жить в стране, получать гражданство, смотреть страну и рассказывать о ней вам. Поэтому вы нам очень сильно поможете, если подпишетесь на этот канал, поставите свой бодрый лайк и в комментарии напишите, что вам интересно узнать про Аргентину, что вам интересно узнать, может быть, про нас или про наш такой трансатлантический переезд. Тем более, что переезд состоялся не только у нас двоих, но еще и вы наверняка заметили этого хвостатика, да, у меня за спиной. Так вот, у нас 2 кота, и мы прилетели вместе с ними. Поэтому до встречи в новых видео. Пока-пока! Пока-пока!